Привет всем подписчикам и новым на моем канале канал. Сегодня у нас противостояние Кросса против Murder Time Trio, считая Insanity. Морали у них совершен никакой, место битвы – Сноуден. Что ж, начнем с ближнего оружия. Здесь у Мардера арсенал выше крыши, киллер имеет при себе нож, даст трезубца Асгора, но неизвестно, как он ими орудует, Insanity череп Папируса и сильный удар, а у Хоррора вообще весь арсенал ближки. Но не надо сразу сбрасывать Кросса со счетов, ведь у Кросса есть такая способность, как суперкурочка Эпика, но будем считать, что такую имбу, которая с одной тыки убивает всех из Годварса, Эпик еще не выдал, так что главный козырь Кросса — это имбовый нож, который может перебрать противника к себе, также у него есть способность призывать ножи как X-чара, ведь у него его силы. Этот арсенал ножей сразу дает ему большое преимущество. Именно поэтому в этом раунде балл присваивается обоим. Счет 1-1. Пока что ничья. Скорость и ловкость. А вот здесь все неоднозначно. Хоррор ничего не показывал в плане скорости. Киллер будет чуть быстрее него. Самыми сильными, а точнее быстрыми здесь можно считать Даст и Insanity. Но вряд ли они быстрее, чем Кросс, так как последнего тренировали в гвардию, так что медленным или средним назвать его будет сложно. Балл присуждается Кроссу, счет 2-1 в пользу Кросса. Выносливость. Кросс очень хорошо показал себя в плане выносливости, ведь мог долгое время сражаться против Фэлла, после захватив его. И после взяв его под контроль, помогал ему. А вот у наших мёрдеров тут проблемы. У киллера и хоррора меньше магии, чем у классика, у Insanity есть весь его арсенал, за исключением, наверное, синих костей, Даст здесь показал себя лучше всех. Я думаю, здесь балл достается обоим. Счет 3-2 в пользу Кросса. Стойкость. Кросс выставил прямое попадание подарка Фэл Санса по себе, да и ХП его скорее всего превышают классика. Но Murder Time Trio тут явно получше, у киллера. Даст и Insanity большой УР, ведь они перебили все подземелье. Также нельзя не отметить не до бессмертия хоррора, то есть вряд ли оно будет длиться долго, ведь как мы знаем из официального комикса, пока настоящий глаз хоррора находится в ядре, он не может помереть. Тут победитель очевиден, счет 3-3. Итог – ничья. А теперь давайте подумаем, как будет выглядеть битва. Как я и говорил, место битвы – Сноуден, значит можно будет спокойно разносить деревья. Но, а если серьезно, то мырдеров банально больше. Так что они могут составлять стратегию, тактику и всякое ненужное барахло. А теперь давайте опустим это вежливое и размышляющее дерьмо и перейдем к делу. У киллера есть сохранение, что сразу бы дало им 100% выигрыша, если бы не биг-нож Кросса. Да. Он может банально стырить у их тима киллера, что невежливо, поэтому придет училка этики и поставит Кросса в угол. Ну а если быть еще серьезней, то самый главный вопрос здесь, сможет ли киллер отреагировать на телепортацию Кросса и попадание биг-ножа на него. Я думаю, что тут 50 на 50, ведь он может как и защититься ножом, или увернуться, или же ступануть. Всех из мёрдеров можно спокойно шиперить с Найтмером, а Кросса любит шиперить с Дримом. А Найтмер и Дрим вечно противостоят. Даже здесь получается ничья, поэтому кто выиграл, выбирайте именно вы. Пишите хэштег «Вернуть свой мир», если вы за Кросса. И пишите хэштег 4 маньячка, если за Murder Time Trio. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео, и напишите коммент, если я что-то не учел или сказал неправильно. Также вы можете предложить битву или новый критерий, если захотите. Всем хорошего дня и удачи!